Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в гостях у канала Кофе со вкусом Чернобыля Василий Мале. Это тот самый человек, который монтировал кнопочку максимальной проектной аварии во время испытаний, после которых произошла Чернобыльская катастрофа. Что это такое и зачем, мы об этом и поговорим. Но сначала, Василий, как вы оказались на Чернобыльской АЭС? Где вы учились? Ну, в это время я учился в Киевском политехническом институте. И ребята в группе с Припяти сказали, что квартиры быстрее всего там получают. Семья, надо жить. Ну, вот так и попал на Чернобыльскую. Приехал, устроился. В каком году? В 80-м. И с тех пор на Чернобыльской. Сначала был по 5-му разряду реле и автоматика, а потом мастера, закончил институт. А почему в электрике пошли-то? Призвание такое, я с армии пошел в электрике. То есть вы в армии были? Ну, после армии я пошел в морское училище на командира БЧ-5, машинное отделение. Конкретно это электродвижение, электричество. Ну, а затем уже флот, потом уже... После армии? Или... После армии, да, я учился после армии. А, Я служил после 2 армии года. А где служили? Черниговская область, Гончаровск. Это Полигон. рядом с нами, да. Полигон. А, Там- танки и потом Нет, флот? там ракетная часть стояла, ракетная часть. противовоздушная оборона. Тогда, да? Седьмой эшелон обороны Киева. Мгм. И На как- боевом дежурстве часть стояла. А потом вдруг флот? Ну, потом училище после армии отслужил и пошел учиться на флот. Так же. Учиться на флот? Ну, в училище, в морское училище получил звание мамлея, Расшифруйте. младший лейтенант, Младший лейтенант. машинное отделение, командир БЧ-5 называется, должность. Не, мне просто интересно. Тут чисто наземное и земное, и даже подземные шахты, да? И потом вдруг моря просторы. Так зато же мир повидал в то время. Мгм. Попробуйте выйти за границу. А тут, блин, Так Где вон только чего не вы бывал. пошли, да? да. Посмотреть мир. Даже там, где президент Горбачев с этим, с кем он там был? С Рейганом, по-моему, на Мальте. Мгм. Ну, так товарищ был, он знает, он все видел, подсказывал. Да, то Я есть даже вы там был. успели. А потом уже КПИ было, да? Не, КПИ у меня сразу после училища, я сходу. Я с красным дипломом окончил, сдавал только один экзамен физику. И в Одесский политех сходу, потому что мне там с Одессы и как раз. А потом уже, когда в Припять, так перевелся в Киевский политех. С Одессы там рядом, то есть вы где-то туда родом? Ну в Одессе же я же это, Я же это, да. как это, на родился, флоте, да? на флоте был в Одессе. Я же хитрый, я в теплые края подался. Понятно. Ну, жалею, конечно, сильно. Я как с красным дипломом мог пойти на Ригу. Сейчас локти не достанешь. Кто знал, что будет? Так бы жил в Европе. Был бы европеец. Вот так украинец. С русским языком. Ну, вроде, так, я не знаю. Ладно. А кто вас на работу принимал? Ой. 80-й год? Тогда был начальник цеха. Он потом зам главного инженера стал. Ой, резко я не вспомню. Меня отключает резко, если вспомнить надо, отключает фамилию. Алексеев. Алексей, да. Вот. А я пошел, взяли меня в системы безопасности реакторов. Такая лаборатория была у нас. И там кухарь был начальником лаборатории. Вот туда меня взяли по 5-му разряду. Ну, потом увидели, чего я стою, и в мастера. А семья у вас уже была на тот момент? Да, была. Квартиру в Шепеличах снимал. Ну, в смысле, не квартиру, а
комнату Мгм. в селе. То есть вы сюда в Припять приехали уже с семьей? С Не, женой? сначала я один приехал, Мгм. в 19 общежитие поселили, потом нашел квартиру, привез семью. У вас уже дети были? Сын, Сын был, да? да. Ну и так. Потом опять, потом получил это. 18 общежитие построили, семейное. Это возле танцплощадки. Сразу через дорогу. В окно смотришь, с кем перетанцевать, и пошел. Пока жена на кухне. Это же надо быстро. Жик-жик. Так я шустрый. А жена где работала? Ну, она работала В городе где-то? Да, устроили в общежитие. Ну, убирала. А Вот. А потом в электроцех. познакомились? С кем? Ну, не со мной. Это понятно. Со станцией с женой. С женой. Да, с женой Шо? это еще там, откуда я родом, там, будучи курсантом, так сказать, пришел весь при регалиях. А тут такая девчина, а чё бы нет. А откуда вы родом? Ватутино. Город, где соединение произошло, окружение Корсунь-Шевченковской битвы. Вы знаете, котел, да? Так вот, в Звенигородке там это как раз вот. И город Ватутино рядом назвали имени генерала Ватутина. Это там как раз было завершено окружение. И танк, который там в Звенигородке стоит, это тот танк, который первый ворвался, и они соединились, два фронта там или как. Как мы Да. от места знакомства со своей супругой перешли к истории Второй мировой. И до самой аварии вы же постоянно в день работали, да? Или Да, как постоянно было? в день. Да. Ну, дело в том, что такая должность, что все пуски от нулевого, от первого пуска, вот как зажигали реактор, там, ну, запускали, грубо, по-технически, запускали все остановы, все пуски, обязательно присутствие было. Так что я прямо говорю, что на всех пусках, 3-й, 4-го, на всех остановах я был. А с самой программой испытаний вас когда знакомили? Наверное, дней, а уже не помню. За Ну, примерно там. Ну, дня, может, 3-4, ну, за несколько дней я подписывал там. Ну, надо же было прочитать, что кто там. А то периодически всплывает такое, что да никто ничего ее не читал, никто ее не знал. С бухты-барахты Дятлов принес и начали исполнять. Можно опровергнуть? Конечно. Вранье первой статьи. Во-первых, вот Дятлова говорят всякое, да? Так. Но я скажу, что, во-первых, очень умный. Потому что мне с ним приходилось контактировать все время. Он же по эксплуатации. И тут, так сказать, а тут безопасность реакторов, все эти насосы, все эти дизель-генераторы. И второе, что ему сдать экзамен было, это что-то. Это просто так не пройдешь. Это я уже слышал, да. Да, это правильно. Зато мы были все знали, ё-моё, как мы знали. Мы были подготовлены, вообще персонал был очень сильно подготовленный. Знали хорошо свое дело. Не могу ничего сказать, даже в момент аварии показали себя знатоками. Они просто разбежались, как на Армянской. Трансформатор взорвался, так одни русские остались. А, ну да, там был Ну, в Дубках в этих. Мгм. Так что насчет этой подписи каждый знакомился, анализировал, потому что, ну, подпишешь, это же ответственность сразу, Конечно. юридическая. Значит, надо знать, что ты подписываешь. А чтобы знать, надо все прочитать, что там делаться будет. Кстати, пока не забыл, бывает, забываю. Сам такой. Сама программа, говорят, что ее утром 26-го не смогли найти. То есть саму программу подписанную, и вроде как там исправления какие-то вносились. Вот это не могу сказать. Ну, Не могу Не сказать. попадал. Я нею не интересовался, у меня своих проблем, вопросов было выше крыши, которые надо было просматривать в момент остановок вот этих, проведения этой программы. Мне надо было свое смотреть, как работает.
И где она была, я даже не скажу, я не интересовался. Следующий вопрос, пока мы перейдем к основному, опять же попутно, пока я не забыл. Система промтелевидения на станции промышленного телевидения, она была в ведении электроцеха или ЦТАИ? Вот это я не знаю. камера По-моему, это было у центральная. связистов. А Связисты у кого? точно, я знаю, что они отвечали за микрофоны, которые, магнитофоны, которые включались. Вот мы же разговариваем, Связи, да. там все это писалось. Телефон. Это 100% отвечали наши связисты, электроцех. Там было отделение связистов. Телефонисты назывались. И у них же... Вот и у них, скорее всего, у них было. Но точно я не знаю. За телевидение не знаю. Хорошо. Сами испытания, в чем их суть? Вот, на ваш взгляд, зачем их надо было проводить? Максимального получения электроэнергии, ну будем говорить от снижения параметров. То есть параметров пара, вот сколько хватит того пара, который есть при отключенном реакторе, при погашенном реакторе. Пар-то еще давление, все. Вот это надо было, их пытались использовать и посмотреть, насколько еще хватит. Пока Это ж, еще крутится. это же не киловатт, это же тысячи киловатт. Это же энергии сколько еще. Сколько еще можно. Чисто экономия в этих целях. И какая роль кнопки максимальной проектной аварии? Зачем она вообще нужна была? Но эта кнопка имитировала аварию. Аварии-то нету. А вот эта часть, кусочек, имитировал для записи. Там же осциллографы, и что там только не было на этой системе навешано, чтобы все это записать. Вот почему суд меня признал неподсудным, освободить, так сказать, не привлекать. Потому что все эти записи были сделаны, что там все как надо, никаких отклонений. А монтировали вы ее где? Где она? На блочном. Физически, на блочном. На блочном щите, что там же всегда при останове подается команда. Минутная готовность. Ну и, соответственно, там каждый уже готовится, что кто делает. Испытания, они же начались после провала мощности. Что на блочном происходило? Вы же на блочном были в этот момент. Как много людей там было? Я по команде команде Дятлова на блочный пришел в 12 ночи, в 0 часов. Это его личное требование, чтобы в 0 я был. Потому что мы с ним в 17:00 ушли вместе с 4-го, там же все откладывали. Он говорит, можно сходить домой, там помыться, поесть, то все. И так получилось, что мы вместе из проходной выходили. И вот когда выходили, он сказал, чтобы ты в 5 был. Ну, в смысле, в 0 часов был. Ну, в 0 я был, а он уже был на блочном. Ну, 2 смены были, те сдавали, эти принимали. Я не скажу, сколько там народа было. Тем более, как обычно, я ж постоянно, так я даже внимания на это не обращаю. Ну, меняются они, я им не мешаю, там в стороне стою, там, что... Ну, лишних в ночь, не лишних кто там может быть. Никого там смена была. Ну, предыдущая смена наша успела уйти до часу. Ну, в 0 часов менялись. Угу. Я и говорю. А Ну, дальше, чтобы там народ поменялись так и особо, я не скажу, чтобы там были смена. Нет, я просто слышал, что специально Дятлов приходили, оставались. Тут же Трегуб остался с предыдущей смены. Ну, это Трегуб остался, лучше бы он не оставался. И еще был Лысюк, старший мастер. Как раз мой, так сказать, участок ему передали. И он остался посмотреть, как это происходит, остановка реактора, там то все. Тоже жалел очень сильно, что остался. Ну, говорю, а кто тебе виноват? Я же тебя не приглашал. Вот, и все. Так, чтобы кто-то что-то, и уже же память не держит особо. 35 лет. А что держит? Расскажите. Ну, все вот эти события, которые в 1:20 начались, тут, блин, ну, видимо, ситуация была такая, что все как на флоте во время неприятностей. Сразу анализы, и что делать? Не терял сразу, что? То. Вот такая ситуация была. Рвалось вокруг все.
Дело в том, что я же саму кнопку не нажимал. Я воспользовался моментом, что присутствует Лысюк. Ну, я ему объяснил, когда нажимать, тебе, говорит, даст команду НСБ, ты нажмешь. Он даст команду, говорит, больше ничего не надо делать. Остальное, говорит, там автоматика все делала. А я на щит автоматики спустился. Потому что мне надо было видеть, как все срабатывает. Соответствует, может что-то не сработает. А у меня же там все по времени. А чьи-то автоматики на какой отметке? На нулевой. А, на 0. На нуле. Там у меня, получается, сзади 0,4 кру, а чуть за перегородкой 6. Кру 6. Ну, когда начало все это происходить, то рвалось так, кабели эти защиты, там вылетали аж выключатели. Рвало, говорю, как снаряды. Я только молился, чтобы сзади не бабахнуло, потому что там же расстояние. Вот. Ну, конечно, там кидало как при землетрясении. Вот. Ну и я доказывал, что первый взрыв был не на реакторе, потому что получалось, что я стою напротив реактора, но ниже. Я доказывал, уже в 6 утра в КГБ я доказывал, что было 2 взрыва. Был первый взрыв, я сразу сказал, в районе ГЦНов, а второй был, говорю, выше. Я, говорю, так предполагаю, что система удаления водорода взорвалась. Но, оказывается, крышка реактора. Ну это же тоже там, на высоте. Ну, через год эта группа, которая занималась записями всем, московская с института, они там, где я указывал, просверлили. Потом меня нашли и сказали, что ты был прав, действительно там ГЦН первый бабахнул. А что ты может взорваться? Пар. Пар, ребята, пар. А что может? Пар. Ну, так вот. И ваши дальнейшие действия из щита автоматики? Ну, первое, что все отработало. Мне важно, что Да. все отработало. Я просто там же стоял, тут же все перед тобой. Отработало все. Вот. И спустился кухарь из лаборатории, когда рванул. Он там в лаборатории был. Это начальник. Он тоже часто оставался, когда, это серьезные вещи. Остановка реактора, пуск, это серьезные вещи. Он тут же спустился ко мне туда вниз. Он знает, что я внизу. Ну, там все это, коридор не разрушился, нормально. Сразу побежали осматривать наши питание, которое там мы связаны. Все работало. Дизель-генераторы работали. Они же в автоматическом режиме запускаются. От этой команды, где я стоял, с этого щита они все идут. Ну, побежали насосы смотреть. Я говорю, давай в марш-зал. И что вот спасло, когда КГБ этот допрос был, и вот ловили на том, что вот там тот не работал. Я говорю, не надо. Все рукой потрогал. Ходил по марш-залу и потрогал рукой, что работает. Мало того, что автоматика, я еще и рукой там потрогал, что работает. Все, вот. Это работало, это ПЖН даже работал, пожарный насос. Он у меня последний в схеме. И он работал. Так что, говорю, никаких вопросов ко мне не было таких. А кнопка, она чисто имитацию создавала аварии. Потому что, а как иначе записать? Грубо говоря, она включала вот это, все вот эти вот осциллографы, вот это все такое, что было навешено. А когда вы в марш-зале были, там были очаги возгорания? Ну, там масло горело. Масло горело, да? Да, там же крыша, вот эта дыра такая была, что ё-моё. Вот, там. Ну, ночь была, зарево, говорят, было, я не видел, потому что я находился возле реактора 4-го. И вот так, когда стена, не видать. Единственное, что когда с кухарем мы вышли, там есть в конце ворота транспортные. Их не было, их снесло. И мы так вышли, то весь организм так почувствовал очень нехорошее состояние. Мы сразу раз назад, в тень стен ушли. Потому что там как раз выходишь за реактором, а он уже сюда разрушился. Во всяком случае, я растерянности ни у кого не видел. Да, была вот такая ситуация, что все были настолько сосредоточены. Но отвлекать нельзя же все равно, каждый свое дело делает тут. Тут бы меня отвлекли, я бы сразу сказал грубым словом. Мне не до этого было.
Ну, благодаря вот этим вопросам потом легче пришлось доказывать, что и где и как. Ну, а потом поднялся сюда наверх. А тут Виталик. Вася, пойдем, говорит, это. Ходынчука нет, вот как раз он ушел на ГЦН. Ну, мы туда с ним раз. Там черная дыра. Там же клинкетные огромные двери. Нет ничего. И дыра. Ну, глянуть темень. Темень и провал. Все, что там. Ну, пошли на блочный. А потом я забрал Лещука. Говорю, тут не надо, ну, чтобы не мешать. Я его забрал с блочного. И пошли сюда, в нашу комнату. Ну, где у нас там схемы, все, мы где находимся. Ну, и тут же был завал, называется «Золотой коридор». Вот как с блочного 4-го выходишь на 3-й. Там рухнула стена кирпичная. Это перестенок сюда к ГЦН. Рухнула. Я говорю, давай мы эту стену трошки разберем сюда, потому что сейчас, говорю, будут бригады идти спасательные. И вот это ж по куче кирпича лезть. И мы с ним, еще кто-то подключился к нам, не знаю, кто-то еще третий потом подключился. Мы так проход откидали этого кирпича. Ну и пошли к себе. Потому что мешать, какой смысл? Потом, значит, пошел переодеваться в раздевалку. Женщин уже не было, их или кто-то отправил, или сами ушли в бункер на первую, ну, на первый АБК. Имеется в виду из санпропускника. Санпропускника, уже не было женщин. И там уже хлопцы сами переодевались тут. И я что-то, слух хороший, я сначала услышал, что в умывальнике рвет кто-то, рвет по-страшному. Ну, я еще не переодевшись, захожу, Баранов Толя кровью рвет. Говорит, Толя, ты как? Держусь. Я тогда раз быстро переоделся, потому что я же не выйду. Я переоделся, одежду в этот, туда, в комнату к этим женщинам ложу. Что-то дышит вроде. Я тут, а света же нет. Что-то не было света, я не знаю, что там. Эту одежду раз. Витя лежит, этот Лопатюк. Я так и не понял, в сознании, без сознания, что состояние, в общем, я за него, и сюда в умывальник, водой раз, он так вроде пришел, так, ну никакой. Я за него, за Толика Баранова, одного с подного, да, пошли, блин, вывожу их на 2-й АБК, на крыльцо, а туда подходили скорые. Ну, я их в скорую. Ну, их забрали туда, этот фельдшер. Ну, какие-то уколы давали, я не знаю. И назад. Ну, я в то время здорово матерился, конечно. Так сказать, он быстренько понял, что спорить не надо. Опять их в скорую и говорю, вези. Бо, блин, сейчас будет плохо тебе тут. А, он не хотел их увозить? Нет, сразу же уколы и назад. Короче, повезли их в 26-ю. Там собрали нас уже эти, ваша должность, господи, дозиметристы отправили, потому что все звенело, все. Замерить уровни было невозможно. Дозиметристы разводили руками, говорят, ну что, у меня вот тысячник, а я что сделал, а тут валит, блин, все зашкаленное. Спустились, говорят, давайте всех на БК-2 вниз туда, на улицу. А улица это же вот 4-й реактор. И собирали всех здесь. Туда спустился Лелеченко, замначальника по 2-й очереди электроцеха. И он тоже уже, блин, настолько поганый был. Я ему говорил, и другие говорили, что давай в скорую. И нет, и все. Он наотрез. Потом, грубо говоря, сила его в скорую. Ему, видно, тоже укол джик, и он. А потом, нет, мне еще туда надо пойти, на кислородную. Что-то там проверить, че отключили. Вот. Ну, как потом я уже узнал, что они ж, вот это Лопатюк, Баранов и он, это же они пошли и переводили охлаждение генераторов. И это уже они там нахватались по уши. Ну и потом до 6 утра, а в 6 нас уже отправили на БК-1 в бункер.
Ну, я уже тоже начал бекать. Видно, уже дошло. Да. Ну, не рвал. Бекал, ходил уже, и там, не помню, кто-то из знакомых со мной ходил в туалет, был, ну, мало ли что. Ну, да. Он рядом так. И тут же в 6 утра уже КГБ писали отчеты. Что, кто, чего видел, слышал. Ну, это в бункере уже вас когда Да, собрали? да, в бункере. И до 1:30 я находился на станции. То есть вас там держали? Непонятно было, что и куда и как. Ну, потом я не помню уже у кого, чего, Дятлова, чего, я уже не помню. Говорю, я, наверное, пошел домой, мне так, говорю, погано, я домой. Ну, и тут как раз знакомый пожарник, охранник, а мы в 18-й общежитии, я уже в то время получил квартиру, а с ним жили в 18-м общежитии, ну так, и нормально знакомые с этим охранником. Я говорю, они с машиной, охранники, ну, этот москвич. Я говорю, заберешь меня? Да, конечно, до города заберу. И мы вот это мимо Ару, там, где как раз через мост, и они меня высадили на площади. Я дальше пошел пешком, дошел до стадиона, а я на строителе, там за стадионом получил квартиру. И возле стадиона все, я сел и никакую. Встать не могу. Силы кончились. Все, блин. Ну, посидел, я не знаю сколько, с полчаса, что ли, потом, значит, таки встал, дошел до дому, а дома уже так, то вырублюсь, то опять. Жена уехала как раз, а я один был. А ночью пришли йод давать медсестра. И нет, чтобы мне стукнуть в голову, сказать, что мне же, блин, я же не ориентируюсь в этом. Единственное, что я смог сказать, что об это ожог был, уже плохо говорил. Мне нельзя йод, аллергия на йод. Она ушла. Наверное, подумала, что я спросонку. Я не спросонку, я был в такой вот чумном состоянии. Ну, вот так и. Потом эвакуация, потом через сколько там вернулся. А эвакуировали куда вас? Я уехал сразу по эвакуации, потому что никто же ничего узнавал, никто ничего. Но я был уверен в своем оборудовании, по 3-му блоку, там 6 дизель-генераторов работало, все, смены знали, что там делать, а автоматика я был уверен, что там все чики-пики, грубо говоря. Ну и отправили. Да какой с меня был толк на станции? Я вообще был никакой. В эвакуацию я тогда пересел там и уехал домой, к родителям, в Ватутино. А там меня положили в больницу. Мне стало довольно-таки плохо. Взяли кровь, сказали, ё-моё, там совсем туши фонарь. А я сказал, ну и шо? Так и сказал, ну и шо? Итак, меня же на 4-й положили. Это раза 3 в день я по лестнице вниз, а потом вверх. На каждый это перерыв и пошел. И где-то за неделю, ну, конечно, я сразу питание, знал по морским делам, что надо делать. Сразу питание. Козье молоко моментально. Нашли козу, договорились, литр молока в день. Ну, плюс еще продукты, я знал, какие гонят, радиоактивность и обмен веществ, усиление обмена веществ, такое вот все это. Вкусно-невкусно, а вперед. Ну, и так через неделю я уже на ногах был. А потом я приехал в Полесское, был замдиректора по вопросам общественным, или общим, как они, забыл уже. По общим вопросам. По общим вопросам, да вы знаете, кто был у нас, Кнуренко. Кнуренко. Он меня тоже хорошо знал.
И он говорит, а куда тебя, блин? И сразу выписывает на Южноукраинскую. Я там еще месяц на Южноукраинской восстановился. Так. Ну, интересный момент был, когда нас с Ватутина, значит, привезли в Звенигородку, только там был центр вот это, гражданской обороны в районе. И нас туда привезли, всех, кто из Ватутина приехал, там женщины, дети, всех обмеривают. Не могут. Не обмеривают, все. Приборов нет таких. Нет, прибор D5, DB5. А он показывает завал. Ну, не 500 ампер, но он не может никого померить. Я потом говорю, слушайте, давайте-ка я выйду. Я же, наверное, уже радиоактивная грязь. Только я вышел, он всех обмерил. Ну, я захожу, там 2,5, по-моему, микро. Или 25, я уже забыл. Короче, там выше крыши, еще выше, они поразбегались. Говорит, ну тебя валит точно мусор. А потом на станцию вызвали, и я все. И вперед с августа месяца. Бытует мнение, что выведению грязи способствует употребление некоторого количества алкоголя. Я так понял, что вы выводили несколько другим способом. Да. Я вообще... Козье молоко, а продуктов что? Скажу сразу. Сырой буряк, сырая морковка, сырая тыква. В первую очередь. Капуста неограниченных количеств. Ну лучше квашеная, но летом какая квашеная? Вперед. И грызи. Всякое такое. Потом обязательно семечки подсолнуха, семечки тыквенные. Это завтрак. Да даже И не совсем не говорю. обязательно принимать на грудь. Я в то время вообще не употреблял, поэтому даже не могу вам сказать. Для меня это, как сказать, ну, несуществующий, как и сейчас. Знаете, я всегда воспринимал, когда мне говорят, что вот надо стакан красного вина там, или, Да, или еще не что-то отрицаю, там особенно каберне. сухое. Да. Но опять же, в умеренных дозах. У кого какая. У кого какая? Я считаю, что 150 грамм в день это максимум. Ну, Ради бога. вина сухого, да. Можно десертного, оно вкуснее. Но мне всегда думалось, что, и я до сих пор так думаю, что употребление особенно крепких напитков для якобы выведения, это просто оправдание. Я согласен. Я пью для того, чтобы вывести, Вот. или как там мы называли, внутреннюю дезактивацию Да, провести. да. Я скажу, как немножко потом книги читал и очень много советовался с врачами. Но повезло, что в Пуще Водице когда-то я был. Через год или как там нас сложили, обследовали туда-сё. И я попал на врача Флотского, наш док. И разговорились, он вот. И он вот, сказал мне очень хорошую вещь. Чаями. А алкоголь, сказал он, только в момент радиоактивного воздействия. Тогда он нуклиды связывает и выводит. А потом, ну стронций уже в костях, что вы его там Да. выковыривать будете? Не достанете. Ну и рекомендации, я вот выполняю сейчас рекомендации нейропатолога уже много лет. И нашего кардиолога. Когда-то я с нашим кардиологом, припятским врачом, вы ее обязательно знаете, я уже не помню фамилии, имени, но мы комиссию все через нее проходили. И мы были за одним столом в санатории или в Трусковце, или в Моршине, где-то, в общем. Где-то были. И она сказала, вино до 150 грамм. Не вот это крепленое, а сухое, Сухое. или вот это десертное, оно тоже просто чуть слаще. Либо 50 грамм алкоголя. Это, говорит, для сердца, для сосудов супер. Но не больше. Прямо скажем, не больше. Вот. И я сильно ж страдаю головными болями. Ну, у нас все страдают, я грубо говоря так, да. Так я ж тут к нейропатологу ходил, что боли, что делать? Таблетки, сколько же можно.
Она сказала, прежде чем пить таблетку, возьми ложку коньяка. Это 25 грамм. Попробуй коньячок. Но сейчас хорошего коньяка, я не верю, что есть. Это да. А колопуцалка, это что есть, что нету. Значит, вариант другой. Я увлекся виноградниками, Мгм. делаю вино, классное вино, для себя. Делаю малиновое, потом сортовое виноградное, делаю вишневое, но вишневое не идет, потому что сердце хватает, оно все-таки по сердцу бьет. И с винограда делаю водочку. Вот я получаю вино, вино потом перегоняю на эту чачу, и очень вкусно. И Во-первых, экологически чисто. обязательно. Приятное на вкус, мягкое, но 25 грамм не больше. Бывает редкость, бывает, что 40. Во всем Да, надо давай. знать меру. И оно, понимаете, вы ничего не чувствуете, что вы это употребили. Но зато какой сон. Я вам объясняю. То бессонница, то да все. Займитесь виноградом. Не забудете про бессонницу. Да. Вы забудете за бессонницу. Вино хорошо восстанавливает вот это. Немножко. Восстанавливает мышечную усталость, расширяет сосуды. Вообще вот чувствую, что оно дает. Во-первых, из винограда, если это твое вино, ты знаешь, что это не колопуцалка, а чистое вино. Это виноградный сок, просто естественный процесс. Брожение. Нет, это образование спирта дает сохранность, как это. Консервация. Да, это естественный процесс консервации сока. А там же содержатся микроэлементы, витамины, чего там только нет. А каждый день. Какие болезни, люди. Ну, я шучу, что каждый день, конечно, это... Давайте теперь вернемся. Вы когда на станцию вернулись? Я 30-го вернулся, июля. Мгм. Вызвали меня в июле, я приехал. С 1 числа меня уже назначили в смену. Ну, в смысле, 15 дней. На вахту. На вахту. И я уже вот 30-го и пошел туда уже на корабли. Там уже все оформились. И вперед уже, с 1 числа августа. Опять. Надо же было восстанавливать, 3-й пускать. И 4-м же сразу занимались, там же надо было и чистки проводить, и там же запускали КРУ, как раз мою 3-ю секцию. Или первую. Отсюда. После транспортного 1-я. 1-ю секцию запускали. Там 2 секции стоит. Их запускать надо было, вентиляцию надо было организовать. Там, в общем, работ хватало. И вот сразу. Плюс потом подстанцию ставили возле Хаята. И потом Хаят же я запускал тоже. Он же был недостроенный. Кстати, да. Там надо, это ж на БТРе ездил туда. Мы делали все это электрооборудование там, полностью проверяли, проверяли все, принимали. Я принимал и проверял. Просто говорю, мы, потому что я электрика брал с собой. Релейщика брал с собой же. Потому что там работы были всякие, что один ты не сделаешь, надо же вдвоем. Ну вот так вот. Тут тебе блок, тут тебе ты. Разваленный прямо сюда на Хаят смотрел. Потом решали вопрос, как прокладывать кабели там на Хаят. Там же вот этот транспортный коридор был недоделанный. Думали, как это все. Вы знаете, там на Хаят шел на столбах. Он же был недоделанный там. Да. Тоже занимались этим делом. Так вот запустили хранилище ядерного топлива. А тут рядом стали ставить подстанцию. Опять надо было заниматься. В общем, все время там. Но я, конечно, в чем была большая проблема, что так много нахватался. Никто не знал, и я же не знал, что я бегал, всю ночь бегал на дизельную бегал. Смотреть, как там все, 6 дизелей работает. Это же постоянно я туда наведывался, а ходил-то по графиту. А кто знал, кто видел ее под ногами ночью? Сколько вам официально поставили?
Как сказал ваш начальник, Прищепа, как его фамилия-то? Ну, кто аварийный был, я не знаю. А, вы не знаете его, да? Не. Я вспомню. Я уже только после аварийных. Нет. Ладно, бог с ним. Угу. Так он этого вашего инженера, который по ТБ, ПРБ, да, ПРБ, мучил, тот говорит, ну, при мне уже. Пошел уже, взял меня за руку, говорит, пошли вместе, потому что, ну, никак не подписывает. Зашли, он уже, ну, я же рядом. Говорю, вы мне хоть что-нибудь напишите, а потом будем разбираться. Угу. Хоть что-нибудь. Говорю, так же не может быть, что я был и ничего нет. И 0. Да, ну тут же вранье не пройдет, потому что, говорю, давайте мы потом, говорю, поднимем мою докладную в 6 часов утра, и там все расписано, где был, что видел. Он, значит, при мне спрашивает у инженера-дозиметриста, а что, больше нельзя скостить? Он говорит, все, больше никак. Поставили 140. Дятлов, когда это узнал, говорит, знаешь, Василий, удваивай. Потому что я знаю, где ты был, ну, минимум удваивай. Ну, я махнул рукой, ну, хоть что-то. А то ж как я докажу, что я там был? Вот так вот. А какой смысл им было меньшей дозы писать? А я не знаю. Персоналу, который уже работает. Я не знаю. Всем написали. Ну, я тоже это слышал, что списывали безбожно. Списывали безбожно. Я даже прямо скажу, вот эти дозы, которые потом я брал, я их нигде не увидел. Вот когда вот вешали мы эту таблетку, грубо говоря, вы знаете. Угу. Ну и что, нигде ничего, я даже не узнал, как, что там. Ну, по тем-то временам за год выбрать 3, это нечего делать. 3. Легко. А когда вы все время там, Угу. а когда Дай бог уложиться в свои 5. а этот приехал какой-то майор, вызывает меня сюда, на 1 АБК. Не помню кто. То ли начальник цеха, то ли зам. Василий Иванович, вот тебе майор, его надо на Хаят провести. Что-то он хочет посмотреть туда-сюда, и блок, или... Оно мне не надо. Экскурсовод. Вообще, что он сюда приперся? Только чтобы отметку поставить. А мы Точно уже знали, так. что многие прибывают, один день отметку поставили, и все. Все, ликвидатор. И я его побил. Не БТРом, а пешочком. И вот вы же знаете, выход с 1 БК на улицу, во внутренний двор. я понял. И пошел. Первый блок проходишь, второй проходишь, третий, все эти ХЖТО, ХЖО, и это же тоже все мое, эти здания. А там прострелы. Мы ходили с ДП-5. Ну я же так стрелка побежала, значит бежать. А там же прострелы были 2 очень мощных. И я его предупреждаю. Смотри, как только даю команду бежать, мы бежим. Первый прострел пробегаем, слезы на глаза, я дальше не пойду. Я ж, конечно, матом. А какого ты сюда приперся, что я из-за тебя бегаю здесь? Вперед, чуть не под зад. Я не стеснялся в этом плане, потому что я очень злой был из-за того, что вот приезжают вот такие хитрецы, блин. И я его погнал. А только выходим, там, помните, было, вот я не помню, то ли труба, то ли что, вот между первым, вот где второй блок. Где второй блок заканчивается. Да, и между там, вторым и третьим. да, там вот сверху эстакада как проходила. А за эстакадой опять был мощный прострел. И я его бежать. Когда я вот добежал до Хаята, он был никакой. Он забыл, что он сюда вообще приехал. Я говорю, да, вперед, парень. А теперь смотри, видишь блок? Вот тут 2000 валит. Получай. Ну я, конечно, он в слезы. Я впервые видел. Майор, ты майор. Ладно, проедем это дело. Ну и при мне была ситуация, что мы только подъехали на БТРе к Хаяту, а тянули кабель высоковольтный. Ну, партизаны, они за Хаятом прятались, кабель разворачивали на всю длину
или на катушке там стояли, крутили потом, уже не помню. И человек, наверное, 8 берут конец кабеля, становятся в рядок за хаятом, ну в тени. Потом они выбегают из-за хаята и тянут туда на круг. А тут же блок. Ну, это 4-й развалины, сильный прострел. При мне мужик сразу брык, только выскочили из-за угла, брык, сердце мертвый. Это при мне было. От страха человек сразу, тых, и все. Да было там дело, господи, а шахтеры это, господи ты, боже мой. Как вспомню, аж вздрогну. Выхожу со 2-го БК на дизельную, а они ж тут, вот тут прямо. Это с торца 3-го блока они рыли же. Не, они под 4-й рыли со стороны входа во 2-й БК. Ну, я же говорю, это, Да. 3-й вот, это восточный 3-й торец. вот 3-й, Мгм. вот пролет тут, проход, и опять 4-й, вот тут они рыли. Тоже, ой, там. Конечно, было очень тяжело. Ну что этот, ткань Петрянова, 5 минут она набралась И жидкости. всё, да. Все, дышать невозможно. Ну невозможно просто, не продохнешь ее. Так что лепестки не очень удобные Ну, были. не для таких работ. Да. Они скорее спокойно сидеть за столом. Ну еще что убило, вот, действительно неправильно было. Авария произошла, лепестков ни у кого нет. И склад закрыт. И открыть никто не имеет права. Склад открыли, по-моему, аж под утро. Нашли кладовщицу, привезли. В общем, длительное время так и были, без лепестков. То есть даже по гражданской обороне не было отработано. Да, вот это было, конечно, неправильно. Лепестки должны были, видимо, везде быть в аварийном состоянии лежать. Конечно. А получилось бабац, у вахты есть, а у нас вот это, так сказать, у остальных, которые были призваны к разным вопросам, их не было. То есть вы участвовали еще и в сооружении укрытия. Успели летом. Почему я 3 года? Я полностью запустили 3-й блок, и 4-й потом все сделали, запустили там все это. Не, я имел в виду сооружение укрытия летом 86-го. А как же? Мы же туда подавали, вот напряжение же подавали отсюда, с этих секций, с 2. Все туда подавали. Я даже возле Камацу стоял, который работал на Хаяте там. Ну, конечно, и смех, и грех. Чё? Камацу, трактор этот же, который специально с Японии получили все. Товарищ ходит с пультом рядом с трактором и управляет. Вы можете себе представить такое? А я вот это видел своими глазами. То есть отойти, надо рядом постоять. А там же, как это, радиация, радиоактивность или как, облучение шло такое, что оборудование, электроника вылетала, она не работала. А, только поэтому был вынужден ходить рядом с ним. Нет, я не знаю почему, может из-за того, что вся кабина в свинце, и сигнала нету, может из-за этого. Но то, что он ходил рядом, еще говорит, так а зачем тогда это сам? Да вот, говорит, рядом ходит, и трактор работает, а он в 3 метрах от него ходит. Дистанционно, типа. Да, да. Вот это меня крайне удивило. Почему запомнились моменты, что крайне удивило. Некоторые нюансы были, которые... Сентябрь-октябрь шла усиленная, или даже сказать, массированная атака на крыши. Бомбардировка. Так, бомбардировка была в Она сразу началась. конец апреля, да, буквально, там буквально сразу. несколько дней Да. кидали. Ну, а эти ребята, конечно, смертники, блин. Это ужас. По очистке крыши. Да, это был ужас, конечно. Вот. Им надо отдать должное. Как сказала американка, корреспондент. Вы же знаете, фильм сняли американцы, вот это, Супер-Пупер, который не совсем Не правдив. совсем супер, да. И после возмущений они опять приехали, и поразыскивали, вот и меня нашли, тех, которые не просто там, вот как они взяли, а которые действительно были, которые своими руками, грубо говоря, и с первых, как я говорю, я ликвидатор с первых секунд, что вы от меня хотите. Так она прямо мне в глаза сказала.
Вы герои, вы мир спасли. Если бы вы жили в любой другой стране, ни вы, ни ваши семьи никаких проблем бы не имели. Но так, какая у вас пенсия, она уже знает, говорит, это, говорит, просто ужас. Ну так а что я сделаю? Я же не добавлю себе пенсию. Ну да. Японцы очень сильно тоже говорят, как так, блин, такое дело сделали. А я говорю, партия ВД. Из-за вида. Завела. А кстати, вот допрос в КГБ, можно же так назвать. Да он так и был. Ну, это ж- Дознание, допрос. Ну, дознание. Вот. Что там их больше всего интересовало? Как долго мучили? В письменном виде, в устном? Только в письменном. Да, с подписью как. Их очень интересовал вопрос. Первое, что кто устанавливал эту кнопку? Я сразу сказал, я. Я устанавливаю. Я за нее отвечаю, нет вопросов. Что, где, все рассказал. Что это отдельные цепи были, что это была имитация, что то, на что воздействовала кнопка, было полностью выведено. Оно не было связано с системой. С действующей системой. Да, это просто имитация, автоматика работала, все записывалось, как, что, куда идет. Но оно не воздействовало ни на что. Ни на что. Это прямая имитация. Так надо было, иначе на работающем оборудовании ты такого не сделаешь. Нельзя этого делать. Это ж просто произошла авария, все пошло в работу. А это ж не должно было работать ничего. А как же записать, если оно не работает? То есть надо было вывести маленький кусочек, шестую часть, прямо скажу, шестую часть системы, Надо было сымитировать сигнал, чтобы который бы сымитировать возникли АЗ-5, что при вот авария максимально пошла, проектной аварии. все идет, схема работает, как дизель-генератор развернулся, вышел, что включилось, как, ну это понятно. Но это не было связано никак. Ну и это ж все же доказывали, кто подписывал документы, кто знающие, так сказать, спецы. И их очень интересовало то, что я доказывал, что было 2 взрыва. Предполагали, что заминирован был ГЦН. Я говорю, тут я не знаю. Вот я знаю, что я был как раз вот так, и оно было вот тут, а потом там. Причем тут был не сильно такой, а там уже, говорю, как бабахнуло, так землетрясение. А потом, говорю, еще продолжалось, а потом выяснилось, что плиты с крыши падали, потому что я говорил, что еще потом бахкало, трясло. Вот их вот эти вопросы очень интересовали, и я, так сказать. Когда вы закончили работать на станции? Последняя смена сентябрь 89-го. Последняя вахта. Нас уже выгоняли подчистую, переводили на каждый день, в общем. Ну да. Помню этот. Это период. хитрый момент, увольняйтесь. Мгм. Не увольняли нас, а увольняйтесь. То есть пишешь заяву и до свидания. Увольнительные получали? Получали увольнительные. Оказалось, если бы мы не увольнялись, нас бы уволили по статье. И мы бы получили денежку. Но это же никто не объяснял и не говорил. А? Не хочешь увольняться, работай каждый день. Да, я помню. Это этот же период, хитрая система партии. Когда выбирали вахты. Да, вот вахты убирали. Это за что нас так наказали? За то, что мы, выгребли самое-самое пекло. Ну ладно. Предлагали же переезжать в Славутич. Я вам скажу одну вещь, которая мне запомнилась, я всем говорю. Был у нас старший мастер по ремонту, уже выскочил из головы. Его все знают, его всех знал, он такой хороший мужик. Когда в зале собрали нас всех, в актовом, и решали вопрос, как быть. Мы в один голос. Не надо ничего нигде строить. Это все мертвые города. Вот давайте нас на часть Вышгорода. Там же как раз строили много домов. Вот давайте нас там в Вышгороде селите. 90 километров железной дороги, электричка, и нет проблем. Да. Это же не то, что построить город с нуля. 90 километров дороги, что там и ложить? Электричку пустить.
И тут вот, готовые, вот, завтра, сегодня, завтра сдаются дома. Ну, готовая инфраструктура, по сути Всё, дела, вот. которой нужно... Мы не требовали Киев, вот Вышгород, вот, и мы продолжаем без вопросов. Нет, Москва сказала «здесь». Чистили лес от радиации. Потом была команда в лес не ходить. Да, посадили в Так что я петло. туда поеду, люди добрые. Так вот этот мастер встает, когда уже заставляли переезжать Славутич, там, встал и прямо говорит: знаете что, дорогие, через 5 лет я свою двухкомнатную в Киеве продам и в Славутиче куплю целый квартал. Ну так оно и получилось. Ну, где-то так, да. Утрировано, но так оно и вышло. А что вот у меня понятно. кум поехал, теперь локти кусает. Пацанам работы нет. Этот в Киеве где-то находит подработки по квартирам с китайца старший. Младший приехал, подергался и уехал, сидит без работы там. И что он выиграл? А квартиру здесь сдал государству. И все теперь. Да, с выбором площадки Славутича, конечно. Не надо было там. Я и сейчас стою Промахнулись. на той. Не тоже промахнулись, это было прямое вредительство было. Это заведомо был мертвый город. Он же в глуши, ни производств, ничего. Ну, скорее он в тупике, и сейчас я его называю аппендиксом Киевской области. Мгм. По-другому не скажешь. На землях Черниговщины. В 89 году вы уволились вынужденно. Тогда же у нас уже Ну тогда был. все поуходили, многие Да, поуходили, это я потому помню что эту компанию. да, компания была жесткая. Очень жесткая, да. У нас в смене человек, тогда Валера Шевченко, он ушел в укрытие, там еще были вахты. Мгм. Вот. Там еще поработал какое-то время. И потом уже только... Ну там долго возили их, потом они в Чернобыле 4-3 работали. Мгм. Вот. Ну 4-3 тоже. Ну, Я поездил по 15, и то уже настолько оно в печенку, грубо говоря, надоело. Приехал, туда-сюда не успел с семьей, уже на вахту. Согласен. Да, я успел захватить вахты. Тяжело Слава было, богу, тяжело. это было всего лишь у меня, по-моему, 4 вахты. Потом я переехал в Славутич, уже было по-другому. Вот. И чем же вы занимались, выйдя на заслуженный отдых? Или... Нет, я же еще тут работал. М. Я устроился в Киевводоканал, центральную диспетчерскую Киевводоканала диспетчером по электроснабжению всех станций Киева, ну, насосных. Водоподача и канализация. Это, ну, сточные воды, канализация, все это же станции там мощные. Что интересно, что на некоторых станциях стояло оборудование точно такое же, которое обслуживано азотокислородной. Азотное у нас. У нас тут компрессора, а там насосы. Ну, оборудование, да. Так я там всех поражал, что без схем, без ничего, по телефону, ну, киевский персонал меня удивил. Балбесы балбесами. Я вынужден по телефону рассказывать, как перевести с автоматики на ручное. Ну, это же абсурд. Кто на что учился? Да. И Ну, как? ты же на вахте, ты обязан это знать. Это же твоя работа. Ну, дежурный персонал. Полный ноль. Я выхожу на смену, старший диспетчер. Прямой наводкой. Ты слишком много знаешь. Слишком умный. У нас даже наш начальник столько не знает, так что ищи себе другую работу. Я же говорю, слишком умный. Я спорить не стал. Вот. Так что такие дела. Перевелся главный энергетик по канализации, Мгм. хороший мужчина. И у нас были очень хорошие отношения, он такой умный мужик. И он меня говорит, иди ко мне. Мне во как такие нужны. И я пошел старшим смены, ну, дежурным, Мгм. в канализацию. Там уже подстанция, все такое. Ну, там я тоже вылетел трансформатор на мощной насосной на Борчаговке. Там очень мощная насосная. И один трансформатор
Отключился по защитам. А для меня же это мелочи. Ну, приехали, это же дежурная бригада. Приехали, я сразу за схемы, открываю шкаф, вторичкой погнал. Короче, как на станции было заведено. Дежурный мне четко пишет в журнал, что. Вот отказало что-то, он должен определиться, что, и написать мне. А я уже потом занимаюсь этим устранением. И я точно так же, без задней мысли, все определил, все, вызываю рембригаду. У вас вот газовая защита сработала. Нет, по уровню там сработала. Прозевали масло, не залили вовремя, а тут 20 градусов мороза. Ну ладно. Все сделали, запустили, включились. Ну что, опять тот же вопрос. Ты что туда полез? Ты хочешь, чтобы нас всех заставили, а мы не знаем. Я был в шоке. Как? Опербригады не знают. Как, говорю. Но их сильно удивило, что я только стажировку проходил там месяц сначала, ж нельзя ж так по законам. Завел общую тетрадь, каждую станцию поехал. Не по схемам нарисовал себе, а конкретно. Конкретно вот, ячейка такая-то, номер такой-то, то-то, то-то, то-то. И так 10 киловольт, 0,4, оборудование, куда, где, что. И причем, а я же разными чернилами. 10 киловольт красным, 0,4 зеленым, отходящий там этим синим, ну, это, фиолетовым, там, шариковым. Разрисовал, так потом ко мне консультировались. Ну, хоть не предложили устраиваться на другую работу? Нет, ну предупредили. Четко. Вы же ликвидатор. И, наверное, первой категории. Ну да, а как же? Я ж первый был. Может быть, я вообще сам не люблю этот вопрос. Задавайте любые вопросы. Льготы. Насколько они были в нужном объеме и вообще нужны ли были они? Или в том виде, в каком их давали? И в каком положении сейчас? Это вам помогает как-то? В общем, скажу так, прямой наводкой. Я сторонник не льгот, а отдайте людям то, что заработали. Чтоб я не с рукой ходил, отдайте мне положено, а вынял из кармана, купил, и я имею. Это мое личное такое требование, не требование, а вот понимание. Как сказал один миллиардер, когда его спросили, вы даете деньги сыну с условием возврата. Как так? У вас миллиарды, вы сыну даете с условием возврата. А это, говорит, чтобы он научился работать с деньгами. Одно, а второе, я даю ему свободу. Он мне ничего не должен. Вот я на этой позиции стою. Потом второе. Вот вы говорим о льготах. Давайте просто. Я не помню, когда я последний раз бесплатно лекарства получал. Даже не помню, когда. Это все за деньги. А чтобы получить бесплатно, это столько оформлений, плюс столько очередей, которые сейчас вообще не нужны. Нельзя, так грубо говоря. Специально врачи создают очереди, они, может, и не виноваты, им не выделяют столько средств. Ты должен прийти и попасть в эту сумму, которую выделили. А ты не попал, значит, иди покупай. А если даже попал, приходишь в аптеку, там очередь. Записывают, а потом бах, не хватило денег, ты в пролете, значит, по новой. В общем, зачем мне такие льготы? Скорее система не льгота, а унижение. Я так и... А так больше, ну какая льгота? Путевку получить, это целая проблема, целая катавасия. Проблема серьезная с путевками, хотя без проблем должно быть. Должно быть без проблем. Второе, вот я проходил, это же требует каждый год, справку на право получения путевки. Это ежегодно. Попробуйте получите справку. Я месяц получал. Запишись к диспетчеру. Я сейчас доктора своего семейного не называю доктором. Он не доктор, он диспетчер. Потому что он перенаправляет Да. куда-нибудь. Но ты запишись к нему, попадешь через неделю. Это в лучшем случае, а то через 2. Вот ты как нехороший человек стоишь
грубо говоря, я хороший, возьмите меня. Что это такое? Попадаю к нему, начинается. Вам надо анализы, вам надо УЗИ, вам надо этот товарищ по мужским делам, уролог. Вам надо гастроэнтеролог, вам надо то. Направление дала. Но вы должны записаться. И начинается. Уролог 2 недели. УЗИ месяц. Вы представляете, сколько эту справку получать? И это каждый год. И в итоге, когда ты ее получаешь, она уже устаревает. Нет, она действует с того момента, когда вы получили. Не, я имею в виду, когда начинаешь обследование и когда заканчиваешь, состояние твоего здоровья на момент, когда ты закончил, Это никого не интересует. не соответствует тому, когда ты Но начал. самое интересное потом начинается. Вы получили справку, идете в этот собес, или как он там, соц это, в общем, защита. Вас записывают в журнал на очередь. Забирают эту справку и ставят на очередь. И вот вы ждете когда. Но сейчас, правда, чуть-чуть лучше сделали, что вы можете выбирать санаторий. Вот это я давно стоял на этой позиции. Бо посылали в такие сараи, это не санаторий, это сараи, разваленные. Теперь лучше стало. Да? Да, теперь ты можешь выбрать санаторий, тебе выделяется сумма, ты выбираешь, что ты хочешь, доплачиваешь до этой суммы, и никаких проблем. Вот тут я давно говорил, что надо сделать целенаправленные деньги, но не вот этот. И причем посылали, куда пошлют. Как вспомни, в Трусковце приезжаешь, на 8 этажей один телевизор, В холле. посмотри на 4 этаже. Там. Собираются ветераны войны, и кроме последних свидетельств ты ничего не посмотришь. Это точно. Я что-то Все, было такое, даже не подходи. сталкивался с этим. Поэтому тут нюансов выше крыши. Ясно. Поэтому то, что делается сейчас, оно с одной стороны и многое делается правильно, но с другой стороны как бы недодумано. Недодумано немножко. Не надо, вот я сейчас я считаю, что если раньше врачи и медицина была для людей, то сейчас люди для медицины. Наверное, последний вопрос. Может быть, не простой. Что для вас Чернобыль? Ну, в жизни. Не, вот тут давайте мы более конкретизируем. Я в Чернобыле не был, я был в Припяти и на станции. Это разные вещи. Понял. Я разделяю. Я согласен. Чернобыльская атомная, это потому что она Катастрофа. в Чернобыльском районе находилась. Да, Чернобыльская катастрофа. Авария. Скажу прямо. Когда я приехал в Припять, когда я там пожил, я сказал, я живу в раю. И вот можете представить, когда меня из этого рая вырвали, я не скажу, что в ад, но это уже все. И Припять, я только пешком, там же только пешком. Там даже пустили автобус, так практически пешком, уже 2 километра туда, 2 туда, весь город. Ну и город был, конечно, красивый, что там говорить. Во-первых, я вот отмечаю по киевлянам, как вот сталкивался по другим станциям, вот я и со Смоленской потом, у меня там племянники, то я вам скажу, что у нас очень сильно подготовленный персонал был. Меня так возмущало, когда вот это по телевизору нас обзывали все. А когда сказали, что были пьяные, да я вообще был в шоке. Какие пьяные? Кто такой выдумал? Да у нас эти стояли, охрана стояла. Они за каждого пойманного с угаром на второй день 10 рублей сразу. Если у него 160 зарплата, и он 10 рублей поймал, сразу десятка, это же деньги были по тем временам. Конечно, да. Так, а люди просто не знают, как стояли эти, охрана стояла. Да там вообще, блин, пьяные были. Я вообще в шоке, блин, пьяные. Там кроме чая я ничего. помню эти моменты, когда пропуска-то еще были. Дергаешь за штучку, пропуск выпадет. Да, так я же... И ты стоишь, а если, не дай бог, ты вчера принимал, Так я ж это прошу. же надо как минимум минуту, то и 2 не дышать. Так он еще потом А он- стоит и да, смотрит. Да, специально все выдерживает паузу. Пройденный этап. Да, то есть просто так
Ну не пройдешь, не пройдешь. Просто меня шокировало всегда и вот это возмущало. Столько лжи на нас вылили. Да, ребята, если бы мы в ту ночь разбежались, я прямо киевлянам говорю, когда они меня вот это дрючили, что вы вот сделали, я говорю, ребята, мы вас наоборот. уже здесь? Да, в Киеве это, тогда вообще нас там за людей не считали. Так я говорю, ребята, вы нас на руках должны носить, потому что вы живете. Если бы не мы, вы в Киеве не жили. Ну, разве докажешь? Ну, потому что они все еще живут в Киеве. Мгм. И поэтому осознать масштаб, возможный масштаб. Нет, ну что, да технически что же никто не знает, как там и что там происходило. Третий реактор рядом работает. Ой. А крыша горит. Да крыша вся могла полыхнуть, если бы там вовремя не просто ж так люди погибли. А сколько в ту ночь погибло станционников, от персонала? Сколько? Почти 30, да, или 30, я вот точно уже не помню. Так вы же понимаете, чем кто занимался? Что если полегли. Значит, дело делали, они сбежали в бункер. Я по инструкции тоже должен был уйти моментально в бункер. Ну как я уйду, когда такое вот все творится? Ну да, тем более вы не оперативный персонал. А у меня по инструкции я должен был уйти в бункер. А не ходить, не искать. И не смотреть, как оборудование где работает. На дизельную сколько, я даже не знаю, сколько раз за ночь сбегал на дизельную. Ну ладно. В героя мы не записываемся, дай бог, хотя бы не ругали. Все же таки мы не сбежали. Как говорится, не спрятались за юбку женщин. И за то спасибо. По крайней мере, от меня. Принимается. Хорошо. И еще раз вам спасибо, что пришли, нашли время Специально приехал. и специально приехали. И да. объясню почему. Как только меня находят, я бросаю все и еду. А знаете почему? Потому что я столько пересмотрел таких людей, которые там и близко не были, и такие знатоки. А такие, как я, нигде не проходят. Поэтому, если на нас попадает, я считаю, что мы обязаны прийти и рассказать, как было, а не так, как те выдумывают. Те, которые Бьют там- себя по груди, они герои. Да-да-да. Тельняшка, грудь. С одним Да я, да мы, да весь наш род. разговаривал с одним героем. В 90-м году в Полесском был. Герой Советского Союза. Хоть стой, хоть падай. Так що не рвіть серце, дивіться на мене, я не здаюся і не дождуться. Я сказал, ну, как говорят, ну вот, все равно же умрешь. Да, но Все. после 120 лет. Как? Я посчитал. Только в 120 лет мне выплатят все, что я заработал. Не украл, заработал. Шикарная Поэтому мотивация. не разгоняйтесь, ребята, еще я вас буду долго и буду. Друзья мои, 70 лет. 69. 69. Завтра сегодня. Скажу прямо. Ребята, следите за питанием. Обязательно трудовая деятельность. Вы что глянули, сколько я физически делаю в день работ? Обмен веществ. Запомните одно. Стронций в организме никуда не девается. Вы же никуда его в воскресенье не денете. А он работает, и вы работаете. Компенсация. Хорошо. Будем жить долго и счастливо. Спасибо. Главное, чтобы женщины с нами были. А то как ты будешь жить, да еще и счастливо. А Псковский окончил товарищ заочно. И мы вместе работали. Он коммунист, а я нет. И должность одна. Мгм. Ну, я уже забил болт, я знаю, ну, партия ВД. Все, мне не светит. Когда меня приказ мастером, ну, на этот участок. У нас же это разделялись инженеры и мастера. В принципе, зарплата та же, уровень тот же, просто у мастеров были подчиненные бригады, Мгм. а у инженеров нет. Нет. Вот эта разница. После аварии на первом блоке вылетает, ну вы знаете, на машину работали там, ну, машина, которая за реактором смотрела, параметры это все.
Ну, так и называлась машина вычислительная. Она работала от... Скала? Скала. Мгм. Ну, это ж Мгм. мы машина называли. Да. Мгм. Ее питали, там спецпитание идет. 3 специальных генератора. Приплыли. Один работает, а 2 не работают. И что они только не делали. И не работают. Этот кухарь, мой начальник, вызывает меня с 4-го, по-моему, блока, я тогда, ну, на этих что делал. Так, Василий, ну, у меня там все Василий. Где Василий Иванович? Ну, мы же все ж как, Саша. А Саша, инженер, который этим заниматься должен, но он тоже не по этим делам, потому что на 3-4 оборудование было другое уже, Мгм. современное. А там было вчерашнее, как я называю. Пойди туда, Саня ничего сделать не может. Что там, посмотри. Я говорю, так это вообще не мое оборудование, я ни сном, ни духом к этому оборудованию. Иди. Ну, я пошел на верфлота, а у нас на флоте точно так же питаются радиоузлы, радиостанции, все это же именно так, именно то же самое, те же генераторы, тут все то. Прихожу, что тут? Да, это, да. Ну, говорю, давай, Саня, я не хочу секрет показать. Саня, ты, говорю, а там вольтметр, приходится отворачиваться. Следи, как только пойдет стрелка, ты мне сразу скажи. У меня эта стрелка дорогая. Когда я бац, все. Надо, чтобы он отвернулся. Он только отвернулся, чик, стрелка пошла. Как? Что? Я повернулся и ушел. Ничего. Блин, ушел. Я же сразу на 4-й, опять своими делами. Вызывает замнач. Что ты делаешь? Колись. Что? Саша сказал, что ты пришел, она заработала. Я говорю, самое простое. Генератор крутится? Крутится. Изоляция нормальная? Нормально. Значит, нет магнитного поля. Обычную батарею. Пинь! Те в лет И учились. заработало. Потом я кухаря спрашиваю, слушай, я говорю, я вот не помню, почему ты меня позвал? Ну ты же свод. Все, ответ. Ну ты же свод, значит ты знаешь. Да там были такие по первому блоку ситуации, что меня вытаскивали, кидали туда. Магнитные усилители летели, оказывается, они очень не понимают, как он работает. Это я хвалился. Какой я умный. Нет, ну когда есть чем, почему нет? Так вот тот первый, что я от чего отклонился, потом уже здесь, с кухарем он уже покойный встречался. Я говорю, Саш, ну вот мне до сих пор уже непонятно, как? Он коммунист, а я нет, и назначили меня. Это же, говорю, вообще как? Простой ответ. Ну он же спортсмен, а ты стот. Он спортсмен. Я сразу понял, ну он спортсмен, что ты с него возьмешь? Тем более заочное образование. А я ж практически на кораблях, блин, не просто, а 3 года от бабы. Вот. Ладно, повеселил. Так что счастливо вам оставаться. Да. Так что берите пример. Надеюсь, вы получили хоть какой-то заряд бодрости. Оторвался. Оторвались. Никто же не слушает, а тут вы вынуждены. Хоть что. Не, мне на самом деле интересно, хотя я в этой теме и давно, но именно вот с этой стороны, со стороны участников и ликвидаторов, хотя и сам ликвидатор, но никогда не слышал. И у меня у самого пазлы складываются, картина становится, если была черно-белая, она появляется краски. Ну да. Просто получается те нюансы, о которых вы не слышали и не знали. Нет, конечно, да. А то, что люди делали, их обгадили. Ну вот, неприятно. Мадам, я счастлив, что я вас увидел. Вы хоть за светлом спрятались, но я все равно силуэт вижу.
До свидания. До свидания. Если что, приходите еще.